Христос воскресе! Я благодарен каждому за поддержку. Благодаря вам мы можем доносить правду о том, что происходит в Украине, в религиозной жизни Украины, до всего мира. Мы можем делать профессиональные субтитры на английском языке. Если вы считаете, что это важно, присоединяйтесь к сбору в комментариях. Когда я увидел это видео, я понял, что я обязательно должен им поделиться. На нем швейцарский паломник Доминик Милко разговаривает с одним из представителей организации Гонор. Организация Гонор, она достаточно странная. На самом деле подобные мы можем найти по всему постсоветскому пространству и даже шире, когда люди исповедуют неоязычество, когда люди исповедуют идеи, достаточно близкие к нацизму, пытаются говорить о превосходстве одной нации. Но, в общем-то, здесь это еще обусловленное обострением военного конфликта, потому мы можем увидеть очень такие вот яркие взгляды данного человека. Человека, который стоит там за решеткой и разговаривает с Домиником Милко. Я поделил на небольшие фрагменты, тут все видео, но я хочу вставлять некоторые небольшие комментарии, которые помогут понять, о чем там речь. Итак, я напоминаю, что с одной стороны представитель организации Гонор, а с другой стороны монах, с другой стороны православный христианин, приехавший из Швейцарии, Доминик Милко. А, ты видеооператор на полставки, да? И что расскажешь? Сколько рублей отправили в Россию? А? Я в Швейцарии, может, да? А, со Швейцарии? Ты со Швейцарии отправлял рубли, да? Ну вы же понимаете, все клише. Сколько рублей вы отправили в Россию? Хотя тот же Семен Шастацкий, бывший митрополит Украинской Православной Церкви, который в свое время, украв собор, украв епархиальное управление, ушел в ПЦУ, говорил о том, что никто никуда деньги не отправлял. Все это оставалось всегда внутри Украины. Но здесь мы понимаем, вот есть определенные месседжи, которыми снаряжают таких вот людей, таких вот провокаторов, которые приходят и пытаются вот всячески эти месседжи выдать, всячески спровоцировать. В данном случае он попал на настоящего православного христианина Доминика Милко, который, в общем-то, очень правильно и грамотно отвечает. Тут вот я не знаю, с одной стороны, знаете, как кинофильм «Монах и бес» в чистом виде, с другой стороны, такое вот искушение Христа. Но здесь мы видим просто православного христианина, не Христа, хотя Христос и тут через него является. Ну и первый вопрос — деньги. Он говорит: да я из Швейцарии. Ну а сколько ты из Швейцарии, да, отправлял? Ну, как вы понимаете, не только это интересовало человека за решеткой. Чтоб москали покупали пульки, убивали моих братанов, да? Убивали украинский народ, да? Так сколько мальчиков трахнул за сегодня? То есть тема секса и секса однополого тоже его очень-очень беспокоит. И, конечно же, мы помним ту провокацию, грязную провокацию, которая была сделана тогда еще против архимандрита Никиты. Ныне он епископ Никиты, епископ Ивано-Франковский. Когда, ну, понятно, просто-напросто совместили эти фотографии, их там всех заставили раздеться. И мы понимаем, что дело шито белыми нитками, но многие такие недосми это разнесли по всему миру. И вот здесь тоже, да, мы слышим достаточно такую грязную лексику и обвинения в каком-то сексуальном надругательстве над мальчиками этого монаха Доминика Милко. Я специально все это оставляю, пусть все увидят, как это происходит и о чем эти люди говорят, и что, вот чем занята их голова, чем занят их разум. А что ты так сразу меняешься, когда это спрашиваю? Больная тема? Мне нравится с тобой через решетку разговаривать, потому что ты как будто обезьянка, короче, в зоопарке. Прекрасно, прекрасно. Для него православный христианин, для него гражданин Швейцарии, который приехал поддержать верующих, обезьянка в зоопарке. А он, наверное, себя видит таким вот невероятным зрителем, пришедшим в зоопарк, суперчеловеком, человеком как бы нового уровня, новой страны, с новым мышлением, хотя на самом деле все это страшно. И чем дальше будет идти разговор, тем страшнее. Христос воскрес. И тебе того же. Что еще расскажешь? Христос воскрес. А когда собираетесь уходить отсюда? Христос воскрес. Это ты так перед сексом говоришь с мальчиками маленькими? Скажите, что должно быть в голове у человека, которому говорят «Христос воскрес»,
а он снова говорит о сексе. Но, возможно, для него это действительно какой-то больной вопрос, еще и об однополом сексе, но, в общем-то, наверное, вот просто ничего другого он в своей жизни не видит. Может, это его какое-то тайное желание, и он пытается его выдать через обвинение другого человека. Я не знаю, я не могу это объяснить. А может быть, наоборот, при виде святого человека, который пришел сюда молиться, святого в том плане, что он отделен Богом, да, он монах, он чтец, он служит Богу. Не в том плане, что его канонизировали, но он тут же вот проявляются все его плохие качества. И тот, который его сюда привел, да, нечистый дух, он начинает проявляться, так сказать, во всем своем непотребстве. Секта педофилов. Господи, прости его, не знает, что делает. Не, меня не надо прощать. Я ничего не сделал. Можешь мне там сказать слава, 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 что я воевал, чтобы ты тут в безопасности службы проводил. Нас ждут достаточно страшные времена, перед которыми 90-е покажутся детским лепетом, потому что вернется группа людей, огромное количество людей, как этот молодой человек, со своим очень взглядом на справедливость, на то, как все должно быть, и кроме того, прекрасно владеющий оружием и имеющий много других навыков. Навыков, которые, в общем-то, в мирной жизни, может быть, и не нужны, но они у них есть. И я думаю, что придется пройти через очень-очень страшные времена, когда будет право сильного, право человека с ружьем. И тут вот прямым текстом, в принципе, он об этом говорит. Можешь помолиться за это. А прощать меня не надо. Он не против уже, чтобы помолились о нем, но вот прощать его не нужно, он ничего не сделал. И вот то, что он сейчас говорит, то, что он сейчас делает какими-то плохими деяниями, греховными деяниями, он не считает. Понимаешь? Никто никого не простит. Знаешь, как есть там библейский какой-то апокалипсис, да? Он для вас настанет очень быстро, поверь. Когда я вернусь с фронта со своими товарищами, вы все будете сидеть на бутылках. Но вы понимаете, что эта гомосексуальная тема, она его совершенно не отпускает. И снова же, вот, все очень-очень так укладывается в определенную парадигму. И заметьте, когда я вернусь, вот что будет с вами. Когда я вернусь, они уже давным-давно вынесли приговор. Безусловно, не все. Безусловно, лишь определенная группа, которая, похоже, захочет все перекроить под себя. Которая захочет очень-очень оказать большое влияние и наказывать тех, кто будет с ними не согласен. И да, это слова о настоящей катастрофе. Катастрофе в обществе, катастрофе среди людей. Когда инакомыслие может быть пресечено не просто какими-то силовыми методами, да, когда условно человеку наденут на ногу электронный браслет, а просто-напросто у человека отнимут жизнь, которую никто не имеет права отнимать. Это еще не все, вы понимаете, не ради этого я все показываю, все это и так ясно, все это вы видите в новостях, все это видите в массе интервью, каких-то публикаций. Вот здесь кое-что начало происходить. И, вероятно, столько света исходило от Доминика Милка, столько света исходило от этого православного христианина, что что-то начало меняться. Ты так заулыбался сразу, тебе это понравилось или что? Не, ну ты смешной, чувак. Христос воскресе! Я брат. понял, да. Ну ты с юмором, да, тоже парень? Что мне сделать? Юмор это по-божески или нет? Бог нас любит всех. Всех нас любит. Не, ну Господь. шутить можно? А в церкви можно шутить? Вопрос только на какие-то темы. Я не говорю плохие темы. Просто шутка какая-нибудь. Так можно, да? Понимаете, что у этого молодого человека, как я Пастернака не читал, но осуждаю, то есть я в церкви никогда не был, я не знаю, что там можно, а что нельзя, но я давно вас осудил и давным-давно вынес вам приговор. А тут что-то щелкнуло. И он спрашивает, а можно ли шутить в церкви? Он видит совершенно нетипичное для него поведение, он видит полное отсутствие агрессии. Он видит совершенно другого человека, каким и должен быть православный христианин. Бог нас любит, брат. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Бог нас любит. Не будет так хорошо. Будет. Понимаешь, не будет хорошо, пока вы отсылаете копейки на Россию.
Понимаешь? Не будет хорошо. Брат, прошу, я правда паломник. Никакой деньги не отправляю. Прошу меня. Знаете, протоиерей Александр Мень говорил, что некоторые люди не пришли ко Христу, потому что они не видели христиан. А некоторые не пришли, потому что они видели некоторых христиан. И вот мне кажется, что здесь, увидев Доминика Милко, человека, который выбрал для себя терпеть со всеми, приехать сюда, поддерживать и проходить этот крестный путь, вот он действительно являет Христа. И вот здесь, вот казалось бы, да, но давным-давно этот разговор можно было прервать, прекратить. Они по разные стороны этого решетчатого забора. Да никто никого там не держит. Понятно, что у этого молодого человека своя картина мира, своя обида, своя боль, которую он пытается максимально излить. Но Доминик Милко продолжает его воодушевлять, продолжает говорить ему Божьи слова, продолжает в душе, я думаю, молиться о нем, прося у Бога, чтобы тот его простил, ибо он не ведает, что творит. И вот, мне кажется, кульминация. Правда, все будет хорошо. Прошу прощения, мне надо идти. Давай, иди. Помолись за меня. Поможешь. Как твое имя? Никита. Раб Божий Никита, я помолюсь, брат. Только я не раб. Это вы рабы, я не раб. Спасибо, Господи. Кто знает, может быть, это первый шаг нового Савла. А может быть, какой-то проблеск веры. Но он попросил помолиться о нем. И, возможно, что-то начнет меняться. Но вы знаете, я не строю иллюзий, безусловно. И, наверное, сердца людей очень-очень окаменели. Сердца людей, наверное, тверды, как кусок гранита. Но в то же время задача православных христиан сделать эти сердца мягче. И нести свет, нести не ненависть, которой мир переполнен. Нести не злобу, а нести мир и благодать. И вот здесь мы видим прекрасный пример того, как стоит поступать, того, как стоит говорить. И мы видим от агрессии до просьбы помолиться. И да, он совершенно не понимает, что такое быть рабом Божьим, ему кажется, это какое-то унижение, хотя это самая большая благодать, которая только может быть. Я думаю, вы со мной в этом согласны. Подписывайтесь на канал Денис у микрофона. До скорой встречи.